Куда ты идешь? Куда ты идешь? Мы не успели получить деньги, а ты уже идешь играть? Там на все хватит. Сначала нужно раздать долги, расплатиться с людьми. Ты уже кому надо отдала. Остальные могут подождать. Я оплачиваю все счета. Я берегу каждую копейку. Я сама покупаю продукты на рынке. Я пытаюсь сэкономить, я унижаюсь ради того, чтобы выигрывать хоть сколько-то. А ты снова идешь играть? Я взял совсем немного, а потом это не игра. Это дружеский ужин. Ксюша. Кто здесь? Ксения, открой меня, ну, пожалуйста. Ксения, ну, прости меня, не делай этого. Лиза. Лиза звал ее голос. Лиза остановилась возле таинственного дома. Внезапно дверь заскрипела и раскрылась сама. Анна, это всего лишь шампанское. Она взяла его на кухне. А ведьма все равно подумает, что бутылку стащил ее муж. Ксюша! Тихо. Улита, ты где была? Ксения ушла. Сейчас? Среди ночи? Я пыталась ее остановить, но она только разозлилась. Я знаю, куда она пошла. К упырю. Она не такая. Да брось, ты не такая. Это ты до сих пор спишь со своей куклой. Давно пора повзрослеть. Я не сплю с куклой. А хочешь, я тебе расскажу про упыря? Он пьет кровь девственниц. Там, в темноте, он поджидает свою жертву. И стоит только несчастным оказаться поблизости. А что тут происходит? Сказать честно, я считаю, что дальнейшие поиски не имеют никакого смысла. Если уж мы за 5 лет не смогли найти, поверьте, никто не сможет. В этой папке подробнейший отчет о проделанной работе. На будущее. Всегда к вашим услугам. После подобного воздействия спонтанную ритмическую активность можно обнаружить в коре больших полушарий у всех млекопитающих. Различные стимулы приводят к очевидному изменению данных. Я предполагаю, что в дальнейшем мы сможем диагностировать те болезни, о которых мы сейчас узнаем, только вскрыв череп. То есть, когда пациент уже мертв. Господин профессор, вас к телефону. Сказали что-то срочное. Фогель, продолжайте. Основное вы уже видели. Умерли примерно 3 часа назад. Господи, как будто уснули. Похоже, Оля Лукоя в этот раз использовал абсент. Считаете, отравились тем, что пили? Возможно. Хотя этот пил только воду.
Кажется, я его знаю. Боже мой, так это Амелин. Служил в полиции, в прошлом году успешно вышел в отставку. Картежник и взяточник. Умел подмаслить начальство. Все сходило с рук. Не в этот раз. Кто остальные, господа? Установили? Чего тогда тут делали? Устанавливаем. Надо у всех проверить пальцы. На них что-то синее, возможно, яд. Этот слюнявил пальцы, яд мог попасть на губы. Ну ты, вот дьявол, а. Он мошенничал, а? Не трогайте. Карты могут быть отравлены. Господи, как они здесь оказались? Известна причина смерти? Порфирий! Через кухню вошли. Так, ну-ка выведи их отсюда. Да как вы? И пластину забери. Да. Вы не имеете права! Все, пошли. Расскажите хотя бы, кто жертвы. Вон. Их убили? Мадам, позвольте пластину. Постойте, Григорий Андреевич, ну зачем же вот так? Господа делают свою работу. К тому же фотограф нам не помешает. А вот эту особу можно выставить. У вас же ведь еще есть пластина? Отлично. Готовьтесь. Это тальк. Один англичанин, некто Гершель, заметил, что узоры пальцев у каждого человека уникален. Присмотритесь. Мне нужны фотографии всех отпечатков, сравнимых с пальцами жертв. Чепуха какая-то. По-вашему, все отпечатки принадлежат жертвам? Они что, сами себя отравили, что ли? Взгляните. Ну, рисунок геометрически повторяющийся. Так это же Ну же, перчатка? дамская. Вот видите? Мелкая клетка, кажется, вязание. Штучный товар. А это что такое? Что вас так развеселило, Аркадий Гаврилович? Прошу прощения, милейшие, но, кажется, вас надули. Как вам это удалось? Я ведь своими глазами видел, как полицейские забрали пластину. Ловкость рук. Всегда с собой ношу непроявленный такой случай. А шапито с ярмарки будешь фотографировать без меня? Мари, есть информация об убийстве в доме полицейского? Лучше. Отлично. Я готов отдать руку на отсечение дела в прошлых грехах Амелина. Мария, сделайте из этой истории такую, чтобы публика говорила о ней хотя бы пару недель. И я дам вам первую полосу. Первая полоса. Запустишь ручки в грязное бельишко продажного полицейского. Это делает полиция. Если бы мы знали, кто там был еще. Павлов. Знакомый? Мария? Думаю, да. Это точно будет мой лучший материал. Профессор использует хиромантию для поиска убийц. Эта дамочка всерьез решила меня разозлить. После того, как вы выставили ее с места преступления, определили, что это за яд? Нет, в картах яда нет. Вообще ничего. Я был уверен, что разгадал эту загадку. Как же я сразу не подумал? О чем? Они играли в карты. Это был вист. Вряд ли счет велся в поцелуях. Деньги. Вы видели деньги на столе? Нет. Фогель, нам срочно нужно в полицию.
Кто там? Вы из пансионата? Она пропала. Кто? Ксения. Она ушла вчера ночью и до сих пор не вернулась. Вам лучше вернуться. Ну, вы совсем замерзли. Нет. Тихо, 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 тихо. Должно быть на ужин яблочный штрудель. Кухарка все время забывает про него, и он вечно подгорает. Вы кто? Я бывшая узница этой крепости. Меня зовут Мария. Я из комнаты... Ой, я из комнаты 17. А вы? Я из 15-й. Улита. Так что, штрудель? Я угадала? Ведьма никогда не меняет меню. Прошу вас, господа. Аглая, сделай нам чай. Да, мадам. Не, благодарю вас. Мы здесь исключительно по делу. Ну, как пожелаете. Тогда только мне. Да, мадам. Моя слабость. Не могу спать, не выпив чашечки на ночь. Спать? 8-й час, девочки уже ложатся. У нас принято рано вставать. Дисциплина в их возрасте – это самое главное. Так о чем таком вы хотели со мной поговорить, что не могло подождать до завтра? Ну, вы вообще-то в курсе, что ваш муж… Мне сообщили. И что он не единственная жертва отравления, что 3 из них имеют отношение к вашему пансионату. Это основной полицейский Амелин и инспектор богоугодных дел Ряписов. Все они были поручителями, включая вашего мужа. И что же? Ну, может быть, вы имеете какие-то догадки, кто мог желать им смерти? Нет. У вас роскошный особняк. Да. Он принадлежит моей семье уже более 200 лет. Должно быть, его трудно содержать. Да. Финансовое положение нашей семьи оставляет желать лучшего, но благодаря пансионату я еще держусь на плаву. Не проще ли продать? Я, кажется, сказала, что этот особняк принадлежит моей семье много лет. И он останется моим, чего бы мне это ни стоило. Нам пришлось вскрыть сейф господина Амелина, дабы разобраться в текущих делах. И вот что мы обнаружили. Одна строительная компания хочет выкупить пансионат, чтобы на его месте построить гостиницу. И вашим соучредителям было сделано предложение. И кое-кто хочет его принять, судя по переписке. А вы всегда носите перчатки? Узор подходит. Что вы хотите этим сказать? Что вы были на месте убийства вашего мужа и всех остальных игроков той ночью. Мне нужен адвокат. Приведи, вот чем бы он ни занимался. Да, мадам. Это специальная сыворотка, определяющая наличие токсина в бумаге. Если появится осадок в растворе, значит, купюра была чем-то пропитана. Так называемая флокация.
Как я и думал. Использован сильнодействующий токсин. Можете это объяснить? Мы в вашем кабинете нашли деньги, которым был отравлен ваш муж, и еще несколько людей. Я признаюсь, я была в том доме ночью. Только я никого не убивала. Я знала, что мой муж пошел играть, хотя он обещал мне никогда этого не делать. Я когда подошла, дверь была не заперта, но они уже были мертвы. Вы взяли деньги. Полиция бы все забрала, а пансионату они были нужны. И потом я не знала, что деньги отравлены. Как вы правильно заметили, я была в перчатках. Благодарю вас. А теперь скройтесь. Кто эти господа? Вы нашли, что искали? Вы нашли? Девочка, воспитанница пансионата, сказала, что ее подруга ушла к Зуеву. Это адвокат. Он ведет дела воспитанниц, но их тут нет. Возможно, она ошиблась. Возможно. Отвезти вас домой? Благодарю. Спасибо, что согласились помочь. Вот так, среди ночи. Вы никому не нужны, запомните это. Для мира вы пустое место. Вас никто нигде не ждет. И те, кто не усвоит этот урок, тот плохо кончит. Мария, если еще раз попытаешься сбежать, я запру тебя в чулане.
Руки. С кем вы там любезничали, Хельда? Любезничала? Это был молочник, господин профессор. Зачем вы все время ее дразните? А у Хельды только два состояния. Она либо злится на меня, либо молится. По мне, так лучше первое. Фогель, я хочу поздравить создателя этого яда. Пропитать токсином бумагу – это же гениально. Слюна активирует яд. Я даже подумаю написать статью в медицинский журнал. Павлова вас засудит, ведь это ее изобретение. Совершенно очевидно, что для изготовления подобного яда нужно быть или химиком, или врачом. К тому же гениальным. Химик, гений, да еще и женщина. Никогда в это не поверю. Может быть, она действовала не одна. Эти девочки из пансионата мадам Павловой. Снимки сделал адвокат Зуев. Я нашла их в его доме. Возможно, это как-то связано с убийством соучредителей пансионата. Сколько им? Лет 16? Да. А это фотография пропавшей девочки. Это отличный материал, Мария. Да, мне уже пообещали первые полосы. За это стоит выпить бутылку шампанского. Однако, прежде чем материал будет опубликован, я бы хотела найти пропавшую девушку Ксению и этого мерзавца-адвоката. Зачем? Ей 16 лет. Она совершенно одна. И Бог знает, что этот негодяй с ней может сделать. Мария, если вы будете спасать всех, кому нужна помощь, вас ненадолго хватит. А я обещал Дмитрию, что позабочусь о вас. Так позаботьтесь. Пожалуйста, помогите еще раз. И, видимо, это реакция на кислое. Вы уверены, что вас беспокоит именно желудок? Ну, конечно, что же еще? Вы не могли бы? Послушайте, я абсолютно… Кто из нас врач? У вас должна быть богатая практика. Церковный приход, 3 дома на Рыночной площади. Был еще пансионат для девочек-сирот, но я там больше не работаю. Почему? Его хозяйка не любит платить. Я даже думал обратиться в суд, сколько она мне задолжала. А почему не обратились? Так на днях она внезапно расплатилась. И, насколько я знаю, не только со мной. Вы открывали этот конверт? Нет. Если хотите жить, отдайте мне немедленно. Если Павловой кто-то и помогал, то точно не этот идиот. Но я все же кое-что узнал. Павлова расплатилась со всеми кредиторами. Значит, были еще жертвы. Она платила векселями. Но вы не услышали главного, Фогель. У Павловой появились деньги. У нее и ее мужа. На что-то ведь он играл. Куда мы идем? Вы уже пришли. Делами пансионата занимается адвокат Зуев. Так, стоп, профессор, вы же обещали, что… Я обещал не заниматься поиском убийц, но здесь медицинский случай. Некто создал яд. Речь идет о тех самых отравленных деньгах. И я хочу узнать, откуда они появились. Там нет никого. Совершенно точно. Мы же не собираемся туда влезать. Фогель, вы иногда бываете таким занудой. А если адвокат тоже отравлен и лежит там сейчас? Что будем делать? Дождаться характерного запаха? Ваша взяла. Идите, зовите полицейских. Побыстрее! Прошу прощения, есть кто-нибудь?
Попался, голубчик? Фогель, вы моя находка. Благодарю вас, господа. Ну и? Нашли что-нибудь? Тут интересно, что я не нашел, Григорий Андреевич. Пропали бумаги из папки с буквой «П». «П»? И что? Ну, что же было в этой папке, знает только адвокат. Мои люди ищут его, но, скорее всего, шельмец сбежал. Почему? Не знаю. Павлова отказывается со мной говорить. Может быть, все-таки мне попробовать, Григорий Андреевич? Благодарю. Мы там оказались случайно. Куда прешь? Отойди. Всем встать к стене. Лицом к стене. Не желаете ли объясниться? Ну и что вам наговорил этот адвокатишка? Хотя, впрочем, наверное, это не важно. Он будет врать все, что угодно, лишь бы выйти сухим из воды. Ну, тогда расскажите правду. Это была вынужденная мера. Мои кредиторы объединились и собирались подать на меня в суд. Ближе к сути. Эти деньги появились как благословение. Я собиралась их вернуть, я клянусь вам. А теперь давайте все сначала. И со всеми нюансами. Некий даритель завещал крупную сумму денег 16-летней Ксении Паршиной, буковка «П» на папке. В письме он выражал уверенность, что адвокат этим займется и передаст деньги, как только она покинет пансионат. Павловой нужны были деньги. Она решила воспользоваться этим дарением для решения своих вопросов финансовых. Часть денег она отдала соучредителям, частью расплатилась долгами. Ну и кто этот даритель? Вот тут интрига. Он решил остаться инкогнито. Письмо сожжено. Поэтому установить его личность не представляется никакой возможности. Все отравленные деньги именно оттуда. Значит, этот даритель и есть наш убийца? Угу. А эти документы уничтожил адвокат Зуев. Зачем травить юную воспитанницу? Ксения должна была получить деньги в день своего 20-летия. Сейчас ей 16. За это время токсин бы разрушился. И это не имеет никакого смысла, только если… Некто не догадывался, что деньгами могут воспользоваться другие люди. Вот он их и наказал. Адвокат знает больше. Да. Только он пропал. Найдите Ксению, эту сбежавшую девочку, если она еще жива. Ее имя убийца использовал в качестве адресата. Как думаете, почему? Почему? Случайность. Либо они знакомы. Порфирий! Там нашли!
Собака начала рыть. Господи, что это? Труп девочки. Все равно. Кто разрешил? Это что за самоуправство? Эта дама утверждает, что у нее есть интересные факты в деле пенсиона. Какие? Говорите, я жду. Где она? Это Ксения? Мы нашли адвоката. Откуда вы знаете про Ксению и почему мы должны искать адвоката? Вы точно знали про Зуева? Знали и молчали. Он благодарность покрывал ваши злобные дела. Мы, кажется, знакомы с вами. Марий. Вы работаете в полиции? Я журналистка. Я всегда знала, что вы никогда не станете приличной женщиной. Смерть Ксении будет на вашей совести. Найденное тело не принадлежит Ксении, оно пролежало в земле лет 5-6. Поэтому здесь мадам Павлова, возможно, она опознает тело. Почему вы сразу не сказали? Хиромантия. Так вы написали? Сами виноваты. Не надо было выставлять меня как провинившуюся левретку. Я всего лишь проявил заботу о вас. Вероятно, вы оказались на месте преступления, просто перепутав адрес. Как раз в соседнем доме проходило собрание вязальщиц модных воротничков. А вы знаете, где и когда проходит собрание вязальщиц? Подумаете поменять род занятий? Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Голубки воркуют, а? Уведите ее. Ирась. Я сама. Вряд ли вас смутит эта процедура. Ей было лет 12-13, может больше. Кости поражены туберкулезом. Как она умерла? Пока не могу сказать. Боюсь, я ничем не могу вам помочь. Вы не знаете, кто она? Нет. На ней одежда вашего пансионата. Прошу вас, отведите меня обратно. Прошу вас. Она узнала. Не могла не узнать. Безусловно. Но только предпочла не делиться с вами. Ксения Паршина исчезла несколько дней назад. Полицейские нашли труп еще одной воспитанницы, которая пропала 5 лет назад. Девочкам здесь тяжело приходится. А когда они сбегают, то беглянку ловят и возвращают обратно. И вот уж тут, бедняжки, не сдобровать. Полиция знает об этом? Кое-кто знал. Полицейский Амелин? Его люди негласно занимались поисками. Пока он служил в полиции, имел вес. А инспектор по делам сирот покрывал все это ради денег. Адвокат Зуев занимался юридическими делами пансиона. Здесь все, кто работает в пансионате? Да и нет, учителя здесь надолго не задерживаются. Это Зуев? Да. Девочки называли его упырем. Ходили слухи, что он относится к ним как-то по-особенному. Если вы понимаете, о чем я говорю. В тот день, когда полиция нашла деньги, мадам послала меня к нему. Успокойтесь, Анастасия. Вот, возьмите. Спасибо. Успокойтесь. Мне показалось, что в конторе кто-то был, просто не захотел открывать. Я все время думаю, что если Ксения была там, я бы могла ей помочь. На улице у дома были странные люди, мне страшно. Не думаю, что там была Ксения. Кто-то что-то искал в конторе. Платон. До свидания.
Это вы были вчера ночью в конторе Зуева. С чего вы взяли? Это не вопрос, а утверждение. Что вы там нашли? Хотите, угадаю? Первую букву «Ф». Там были фотографии девочек-сирот из пансионата. Особенные фотографии. А среди них была Ксения? Вам стоит дождаться утреннего выпуска газеты, хотя наверняка с вашим даром вы можете прочесть его сквозь стены. Вряд ли Зуев фотографировал этих девочек у себя в конторе. Место слишком заметное прямо в центре. Наверняка он их куда-то возил. И Ксению тоже. Эти фотографии могут помочь найти то самое место. Я думала об этом. И? Это может быть маленький отель на окраине, где особо никого не заботит, кто и с кем заходит. О, надо сказать, мило. Прекратите, они совсем юные. Вы собираетесь опубликовать эти фотографии в завтрашней газете. Их увидят тысячи. Вы вообще понимаете, какова будет реакция? Эта публикация спасет десятки других таких девочек. Пансионат закроют. Разве это несправедливость? С кем имею? Платов. Мещанин-промышленник. Строительство железных дорог. Наслышан. Выступайте за республику, поддерживайте левых. Звучит как приговор. Однако между нами, профессор, очень много общего. Я бывал на ваших лекциях. Это впечатляет. Оба мы придерживаемся тех взглядов, что старый мир, такой, какой он есть, умирает. А мы с вами можем помочь зарождению нового. А я предпочитаю естественные роды без адских машин. И в данном случае меня интересуют судьбы этих юных особ. У этой девочки на старой фотографии искривление позвоночника. Почти незаметное. Если, конечно же, не знать о костном туберкулезе. Это я труп? Возможно. Этот докторишка, он работает с полицией, он тут вечно путается под ногами. Мерзкий тип. Мне показалось, что вы ему нравитесь. Нет. Он просто, он обожает меня злить. Но вы здесь и... Зачем? Вы уже опоздали на очень важную встречу. Пожалуйста, воспользуйтесь моим экипажем. Мы нашли его в кабаке. Хозяин уже вызвал полицию, потому что адвокат разбил несколько бутылок и отказался платить. Пришлось раскошелиться, чтобы он достался нам, а не полиции. Он там был один? Да. Но на медне хозяин кабака видел его с девчонкой. Он связан. Пните его, если спит. Мне остаться с вами? Не надо. Понял. Здравствуйте. Какая мамзель. Испугалась. Подходи, не стесняйся. Я ласковый. Где Ксения? Я не знаю, о ком ты. Рыжая. Ксения Паршина. Где она? Что ты с ней сделал? А? Я никогда не спрашиваю имена шлюх. Что ты сказал? Я не спрашиваю имена шлюх. А ты горячая, мне нравится. Эти фотографии будут опубликованы в газете. И тебя отправят на каторгу. И ты там сгниешь. Понятно? Нет никаких доказательств, что это снимал я. Эти девочки, они расскажут всю правду. О, ты потащишь их в суд? Да. Прокурор будет задавать вопросы, выпытывать подробности. Их фотографии неглиже перепечатать все, кому не лень. Газетчики не будут давать им проходу. Приличная работа, семья. Им придется об этом забыть. Ты этого хочешь? Ксения, она пришла искать.
Что прикажете с ним делать? Сдать в полицию? Отпустите его. Понял. Всех учителей, работавших 5 лет назад в этом пансионате, найти не удалось. Однако один из допрошенных узнал указанную вами воспитанницу с этой фотографии. Ту, которая исчезла 5 лет назад. Господин Вяземский преподавал естествознание в пансионате в тот момент, когда пропала одна из воспитанниц. Добрый день, господа. Пройдемте. Поля прихрамывала. Павлова прозвала ее хромоножкой. Она не переносила слабых. Поля же была чутким, любознательным ребенком. Ее убили. Судя по состоянию костей и позе эмбриона, в котором ее обнаружили, думаю, что она, скорее всего, замерзла. В конце октября, когда она сбежала, было уже довольно холодно. Мы нашли ее в канаве для стока воды в дальней части парка. Слои земли осели и завалили ее тело. Вы хотите сказать, что никакого преступления не было? Ну, даже если она замерзла, разве это случилось не по вине Павловой? Боюсь, это очень сложно будет доказать. Очень сложно. И вы ее просто отпустите? Ну, грозит еще одно там разбирательство в финансовом мошенничестве. Но, учитывая ее репутацию, боюсь, до оглашения приговора она останется на свободе. Я слышал, что пропала еще одна девочка. Да, мы ее ищем. Поля. Успокойся, Поленька. Успокойся. Вон он, Петро. Его моста еще прибило. Давай к спуску. Это адвокат. Его убили несколько часов назад. Все это время, Фогель, мы думали, что опасность грозит Ксении. А что если… Она и есть убийца? Но вы сами говорили, чтобы сделать яд, нужно разбираться в химии. Согласен. Господа, мы искали родственников Поля. Вам надо это услышать. 5 лет назад в Орловской губернии умирает вдова капитана Строева и оставляет после себя наследство, которое завещает своей единственной родственнице, племяннице, Полине Лазаревской.
воспитанницей интерната для девочек-сирот. И надо же такому случиться. Как раз в это самое время Полина сбегает. Деньги появляются, а наследница исчезает. Улавливаете мою мысль, Аркадий Гаврилович? Потом исчезают и деньги тоже. Не трогала я ее денег. По крайней мере, первые полгода, пока мы ее искали. Но этот кретин, мой муж, он проиграл, влез в долги. Пансионат был на грани банкротства. Я взяла эти деньги на время, я вернула бы их, если бы она нашлась. А кто знал про наследство и про то, что деньги уходят на спасение пансионата? Кто знали, умерли все. Все, кроме меня. А это точно хромоножка? Я всегда ее недолюбливала. Девчонка пользовалась тем, что ее все жалели, особенно этот доктор. Он так к ней относился, как будто она его дочь. Он вообще девочек баловал, мне так это не нравилось. Что за доктор? Бывший хирург. Он искал работу, потому что не мог больше практиковать из-за болезни. То у нас как раз ушел учитель естествознания. Я и взяла его, мне не приходилось выбирать. Откройте немедленно, полиция! Он был смертельно болен и больше не хотел мучиться. Господину полицмейстеру, это вам. Это его признание. Его история началась несколько лет назад. Он тогда работал в нашем пансионате и сильно привязался к Поле, к хромоножке. Но из-за болезни ему пришлось уехать на море, а потом, когда он вернулся, Поля уже исчезла. Ему сказали, что она уехала к тетке, и он смирился и решил, что так лучше. Он знал, что ему осталось совсем немного, и все равно решил завещать все свои сбережения Поле. Он нанял детектива, чтобы отыскать ее. Но оказалось, что тетка, которая якобы уехала Поле, она давно уже умерла. Деньги, которые оставила тетушка Полине, находились в пансионате. Полина пропала. А пансионат, о котором ходили слухи, что его продают с молотка, внезапно поправил свои финансовые дела. Нетрудно было связать одно с другим. Альберт Сергеевич думал, что это Павлова убила Полю ради ее денег. Неделю назад Вяземский снова передал деньги в пансионат, завещав их вам. А почему Вяземский выбрал именно вас? Я не знаю. Говорили, что я чем-то похожа на Полю. Мы встречались с ним несколько раз в парке у пансионата. Он гулял в дальней его части, а я… Там есть пруд, и я думала, что больше не хочу возвращаться в пансионат, и что моя жизнь не имеет никакого смысла. Может быть, он просто меня пожалел. А Вяземский ведь совсем недавно вам оставил все свои сбережения, да? Но вначале эти средства должны были сослужить еще одну службу. Если бы Павлова и ее компания не воспользовались этими средствами, то через 5 лет токсин бы разрушился. И вы как раз тогда вы заканчивали пансион, да? И для вас он не имел никакой опасности. А вы действительно ничего об этом не знали? Нет. Но вы ведь ушли как раз, когда на ваше имя в пансионат поступили деньги. Так вышло. Григорий Андреевич, зачем Вяземскому было убивать адвоката Зуева? Он не игрок. Отравленных денег у него не было. Может быть, это сделал не он? Аркадий Гаврилович, Вяземский признался, это он. Что-то тут не складывается. Добрый день.
Простите. А какие у вас отношения были с Зуевым? Мне важно знать. Я думала, что Зуев меня любит. Я, конечно, слышала, что рассказывали о нем другие девочки, но считала, они сочиняют, чтобы казаться старше. Со мной он был особенным. Мне так казалось. В ту ночь мы поехали за город. Он был мил. Мы пили вино, и было еще вино, и еще, и все это завертелось. То есть это была ваша первая встреча? Да. Странно. У меня есть фотография полугодовой давности, на которой снята юная особа, очень похожая на вас. Он уже давно встречался с вами. Я думаю, что вы знали про планы Вяземского отомстить Павлову, а также знали, что в эти планы не входит адвокат Зуев, который никак не был связан с хищением в пансионате. Но у вас созрел свой план. Зуев негодяй. Он использовал вас и также ваших товарок. Я изучил тело Зуева. На его голове рана от удара, предположительно бутылкой. В ту ночь он был сильно пьян. Достаточно было просто привести его ближе к воде, ударить по голове и столкнуть. Это могла сделать даже такая субтильная барышня, как и вы. Но вряд ли Вяземский. Он инвалид и просто не смог бы ударить по голове Зуева. Я думаю, что вы убедили Вяземского, что все произошло спонтанно. И вы защищались. И он согласился взять всю вину на себя. И что вы собираетесь делать? Как я уже вам сказал, Зуев негодяй. И ему все сошло бы с рук. Что касается его убийства, то это всего лишь мои предположения. А у полиции есть признание Вяземского. Я уверен, что они всех устроят. Я слышал, что пансионат Павловой закрывают. Комиссия по субсидиям хочет проверить его финансовую деятельность. И куда вы теперь? Отправят в такой же крысиный народ. Я могу замолвить за вас слово. Может быть, вас возьмет в услужение какая-нибудь сердобольная вдова. Служение? Через 5 лет, профессор, я получу деньги и буду жить, как хочу. Мне не нужна жалость сердобольных вдов. Мари, этим материалом вы бы сделали себе имя. Этого материала не будет. Мари!